Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули в очередной раз на мой канал. Сегодня мы будем с вами распаковывать вот такие вот интересные устройства. Это у нас представитель технологии PLC, Power Line Communication, то есть устройства, которые позволяют передавать данные по электросетям. То есть организовывать электросеть передачи данных, скажем так. Моделька эта у нас называется MediaLife PT500. Компании Huawei. Поддерживать скорость передачи данных до 500 мегабит в секунду, но это в идеальных условиях, конечно же, заявлено производителем. На практике, конечно, скорость получается меньше, особенно если вы подключаете не два устройства, а больше, да, всегда же хочется подключить как можно больше. Если представить реальный пример использования данных устройств, то я бы описал такую ситуацию. Например, загородный коттедж, в котором необходимо развести интернет на несколько этажей. Допустим, стоит один роутер, и он не пробивает на все этажи из-за того, что перекрытие достаточно сильно гасит сигнал. Если Ethernet кабель не был правильно проложен на этапе проектирования и постройки здания, в некоторых ситуациях вот такие адаптеры могут вас очень неплохо выручить. То есть вы одно устройство устанавливаете в розетку рядом с вашим роутером, то есть где к месту, куда у вас входит в здание интернет. Второй адаптер вы, например, помещаете на третьем этаже здания, и эти устройства соединяются между собой по, соответственно, электросети, обеспечивая в среднем, ну вот если так реалистичные показатели оценивать, допустим, 50 мегабит, 100 мегабит может обеспечиваться, в некоторых ситуациях выше. Естественно, устройства будут функционировать, то есть связываться друг с другом только в случае, если они включены в розетки, которые функционируют на одной фазе. То есть если у вас несколько фаз, то, естественно, они не смогут друг другу увидеть и передавать данные. Чем особенно интересны эти устройства? Давайте я, в принципе, их уже начну распаковывать, а то разговариваю. Элементарно показать устройство. Чем они интересны? Значит, устройство необходимо связывать друг с другом, то есть после этапа подключения сначала необходимо нажать кнопку Pair, то есть спаривание. Сначала на одном устройстве, потом необходимо нажать кнопочку на втором устройстве. Кнопочка имеет два режима. Первый режим — это нажатие примерно от 2 до, допустим, до 6, до 7 секунд, если вы держите. Это штатный режим спаривания устройств. То есть на первом устройстве запустили режим спаривания, на втором устройстве подтвердили, что вот мы спариваем эти два устройства. И второй режим, если вы нажмете на устройстве кнопочку и будете держать ее больше 8 секунд, это идет ресет, сброс полный настроек, и он применяется в случае, когда у вас возникли при спаривании какие-либо проблемы, то есть никак не удается устройство друг с другом соединить, вот вы их можете таким долгим нажатием, соответственно, сбросить. После этого запустить спаривание с самого начала. На устройстве, конкретно на данной модели, присутствует один LAN-порт, через который вы вводите интернет 10-100 мегабит. На втором же устройстве этот порт, естественно, приемный, и от него вы можете, например, подключить, ну, допустим, Smart TV или любое другое устройство, ноутбук, если, например, у него есть LAN-порт. Вот. Кроме этой модели есть еще моделька 530, которая имеет два LAN-порта. Вот, чуть-чуть у нее по характеристике повыше. Кроме всего прочего, эти устройства еще и позволяют раздавать интернет в помещениях по Wi-Fi. То есть создается Wi-Fi точка, и устройство раздает интернет по Wi-Fi. Вот. Но в целом вот этот набор из двух устройств, его стоимость ориентировочно около 1000 рублей. Ссылочка на магазин, где их можно приобрести по выгодной цене, будет в описании к видео. Так, какая комплектность устройства? Соответственно, два адаптера. На этих адаптерах еще присутствует световая индикация. Будет вот такая вот картиночка на экране. Соответственно, три индикатора: Power, LAN и PLC. Ну, PLC — это, собственно говоря, индикация функционирования передачи данных по электросети. Так, вот два таких адаптера в комплекте.
Соответственно, себестоимость одного устройства получается около 500 рублей, что, в общем-то, достаточно неплохо. Кроме того, в комплекте у нас поставляется два кабеля UTP, витая пара, достаточно короткие, но, в принципе, для подключения этих устройств должно хватить. Также идет в комплекте инструкция, ну, недостаточно подробная, то есть не на все вопросы из нее можно почерпнуть ответы, но, по крайней мере, схема подключения, вот, какие-то вот пояснения режимов работы индикаторов. Схема, технические характеристики, да, здесь подчеркнуть можно. И идет еще гарантийный талон. Собственно говоря, это все, что в комплекте поставляется. Вот, в принципе, можно, если у вас задача именно по интернетизации, так скажем, например, коттеджа, и у вас там 2-3 этажа, то есть точек подключения более чем одна дополнительно требуется, вы можете смело приобретать два комплекта. То есть фактически у вас будет 4 устройства. Вот, и вы сможете развести по разным помещениям и интернетизировать, так скажем, всю необходимую вам площадь. Так, вот у нас результаты первого тестирования. Давайте его повторим. Канал у меня 35 мегабит. Сейчас тестируется подключение по Wi-Fi на ноутбуке номер 1. Получается примерно 22 и 23 мегабита на скачивание и около 24-25 на оплату, то есть на загрузку в интернет. Так. А теперь попробуем тот же тест сделать через компьютер, который подключен кабелем к нашему сейчас обозреваемому устройству. Тестируем, соответственно, на втором ноутбуке, который подключен физически кабелем к устройству Huawei. Так, начинаем тестирование. Итого мы получили скорость download скачивания 33 примерно мегабита и скорость upload ориентировочно 28 мегабит, то есть даже выше, чем на первом ноутбуке по подключению через Wi-Fi. Значит, для справки, роутер у меня Wi-Fi компании Xiaomi, вот такая вот моделька на экране в данный момент. Ну что ж, предварительно можно сделать выводы, что решение в домашних условиях, когда у вас не очень большая квартира и достаточно хорошая электропроводка, в принципе решение может достаточно неплохо себя показывать. Вот. Но при увеличении количества подключенных устройств Huawei, естественно, скорость будет уменьшаться. То есть, ну понятно, физику никто не отменял, чудес не бывает. Количество подключаемых устройств, если честно, я пока до конца не понял. В отзывах на маркете, соответственно, люди подключали и по 2, и по 3, и по 4 устройства, соответственно, и все, в принципе, достаточно неплохо работало. Единственный минус конкретно устройства от Huawei, его достаточно высокое нагревание в процессе работы. Хотя по описанию там заявлено режимы энергосбережения и так далее. Но на практике все равно люди отмечают, что устройство греется. Вот. Ну, вот такое достаточно интересное устройство. Единственным минусом данного устройства существенное снижение скорости работы в случае менее качественной электропроводки, а также нагрев устройства чуть выше, чем хотелось бы то иметь. На сим я, наверное, буду раскланиваться. Если у вас остались какие-то вопросы по этим устройствам, конечно же, пишите в комментариях. Я же вас благодарю за просмотр этого видео.
Все, друзья, всем счастливо, пока. Love is you.